Да, здравствуйте, здравствуйте, девочки. Одену наушники. Всем привет. Дарья Сударкина. Эх, как жаль, что так поздно. Так, на Сахалине будет 2 часа ночи. Сохраните, пожалуйста, эфир. Да, я сохраню эфир. Я, во всяком случае, знаю уже, как это сделать. Поэтому, да, сохраню обязательно, Дарья. Так, Вероника, здравствуйте, ждем. Наталья Бахмутова, привет, Вика, девочки, ура, жду. Да, здравствуйте, здравствуйте, девочки. Так, если вам не сложно, напишите, как вам, как у вас погода, все ли у вас хорошо. Так, Полина, здравствуйте. Елена, Мюнхен, добрый день. Так, лампа, наверное, как-то вот бликует. Тут очень много пластин. Вот так вот сделаю. О, так, у Лены в Мюнхене жарко. У нас тоже прям такая жара стоит. Сейчас еще немножко подождем, может быть, тоже кто из девочек присоединится. Я, в общем, подготавливалась к эфиру, готовила пластины, те пластины, без которых мне было бы сложно обойтись. В этом видео обзор будет, ну не то что обзор, да, а скажем так, мы рассмотрим с вами именно те пластины, которые я чаще всего использую на своих девочках, да, то есть это не то, чтобы, да, какие-то там необычные, эксклюзивные, да, там дизайны или что-то, нет, здесь именно подборка пластин. Полина, сколько знакомых пластин? Да, пластин будет много именно очень знакомых, потому что, ну, давайте по-честному, да, те пластины, которые вот прям ходовые, они, наверное, есть у всех в принципе, да, и многие именно их заказывают, поскольку они, скажем так, очень часто применимы, да, мы очень редко заказываем те пластины, да, мы очень редко заказываем те пластины, на которых что-то такое необычное. Это вот сейчас я уже, да, стала смотреть на пластины совсем по-другому. Раньше я смотрела так, подойдут на какие ноготки, на короткие, на длинные, можно ли это просто отпечатать так, чтобы это было красиво, и если, да, там на пластине было вот что-то такое красиво, и если, да, там на пластине было вот что-то такое, вот я понимала, что окей, пойдет, то приобретала. А вот если, например, на пластине были какие-то вот необычные рисунки, там что-то такое сложное, я для себя понимала, что ну куда, ну как, ну вот кому я буду это делать, да, то есть кому это надо, в принципе. И многие пластины я просто-напросто упускала таким образом из вида. Так, Элеонора Смирнова, здравствуйте. Здравствуйте. Опять удачно попала. Элеонора, спасибо большое. Девочки, всем вам, Полина, Леночка, всем вам огромное спасибо, что поддерживаете. Наталья тоже, я очень рада вас всех видеть. Вот, значит, сегодня мы как раз-таки поговорим о таких пластинах, которые у нас часто используются. Я даже подготовила несколько таких вот отпечатков, чтобы вы тоже могли понять, почему, да, может быть, кому-то где-то что-то будет не совсем понятно, потому что иногда мы смотрим, знаете, на пластину, нам кажется, ой, да что-то тут ничего такого интересного, но когда мы начинаем отпечатывать, да, тестировать, мнение о пластинах бывает так, что очень резко меняется. И здесь, согласитесь, именно обзоры блогеров, да, девочек, они очень сильно помогают, ну вот, на мой взгляд, именно так.
Обзоры девочек помогают чем? Они, то есть, отпечатывают рисунки с пластин, и мы уже там сами себе в голове где-то ну, вот, где-то допридумываем, да, какой-то там дизайн уже дорабатывается где-то в голове. Итак, начать мне хотелось бы вот с этих вот двух пластин. Это две пластины от компании Aprotego. Они вышли не так давно. Это пластины с вензелями. И я думаю, что у многих эти пластины есть. Сначала они выпустили одну пластину, это вот эта. Она здесь, ну, есть, конечно, маленькие такие вензелечки, но в основном это все-таки крупные такие вензеля. И затем они выпустили пластину с, ну, более мелкими, скажем так, да, рисунками. Конечно же, и ту пластину, и та пластина сейчас у меня есть. До этого у меня в ходу была именно вот эта пластина от Chopin's XL008. Ее я, как правило, доставала и девочкам печатала на ноготки вот какие-то вот такие вот вензельные композиции. Вот, но... Или там, например, вот такие. Но вот, например, вот такие рисунки, ну, скажем так, очень редко у меня были в ходу, потому что, знаете, там на одном ноготке вот раз так отпечатала, в принципе, да, и все, и готово. Ну, и на каком-то ноготке там, например, вот эту композицию или там вот эту композицию, и все, в принципе, да, больше ничего не делалось. Ну, в основном, вот именно с этой пластины у меня шел именно вот этот вот рисунок. Но после того, как у меня появились вот эти две пластины, здесь уже, здесь у меня, скажем так, вот этот нижний ряд, он полностью весь в ходу, да, и здесь тоже вот этот нижний ряд, он прям вот вообще у меня прям в ходу. То есть, если нужны какие-то вензеля, я сразу же достаю вот эти две большие пластины. И, собственно, там, если нужна, например, просто вот, да, там, как-то детально, да, вот не так, чтобы на весь ноготок, а частично, раз так какой-то вензелечек, да, вот мы подбираем. То есть, девочка сама уже может посмотреть, какая вензельная композиция ей более или менее нравится, да, и, собственно, просто отпечатываем. Ну, вот эти две пластины, я считаю, тоже должны быть у всех. Если вы умеете рисовать вензеля, это, конечно, очень замечательно, это круто, вот, но стемпинг, в принципе, это быстрые дизайны, кому-то, да, действительно быстрее нарисовать, да, там завиточки, кренделечки, мне намного проще все это дело просто-напросто отпечатать. Следующие пластины, о которых тоже стоит, да, думаю, так, вот две пластины я так подобрала. Это пластины с кружевами. Это тоже очень распространенные дизайны, очень востребованные дизайны. И вы знаете, на самом деле неважно, лето на дворе, зима, осень или там весна, кружева, они всегда кружева. И то есть вот девочки, мы такие девочки, да, вот, то есть вот приходят, и вот мне вот что-нибудь такое нежненькое там, да, ну давай там кружавчики какие-нибудь. И, собственно, я говорю, это без разницы, какое время года на дворе, кружева, они всегда могут понадобиться. Из всех пластин, на которых у меня есть кружева, эти почему-то две пластины у меня чаще всего именно востребованы. В первую очередь, почему? Например, вот эта пластина Aprotego GR273. Если вы заметите, да, на этой пластине вот кружева, они есть, конечно, вот, например, да, композиция, которая вот, скажем так, ограничена квадратом. Да? То есть вот эта композиция ограничена квадратом. Здесь, в принципе, то есть есть грани, да, но вот сбоку уже как бы вот этих вот от прямоугольника вот этого ограничения нет. Вот точно так же вот эта композиция, видите, то есть она вот так вот заканчивается, то есть они просто сплошной прямоугольник. И вот эта композиция, то есть здесь вот как раз-таки на пластине очень много тех композиций, которые заканчивают, не просто обрываются, давайте, наверное, так скажем, да. И на этой пластине Тянг-Син, она очень-очень давно у меня, и она действительно как бы такая вот, как палочка-выручалочка для меня, да. Здесь вот именно тоже такие рисунки, которые не обрываются резко.
Вот хочу показать, да, то есть вот, что я имею в виду. То есть если бы здесь, например, была бы прямая полоса при отпечатывании, да, рисунка, то есть так, давайте, наверное, может как-то вот так, да, так, наверное, лучше. Если бы тут была прямая полоса, да, конечно, прямую полосу можно как-то воздушность именно от самих кружев, она осталась, да, она остается. То есть ничего, в принципе, не добавляя, просто отпечатав рисунок. И мне нравится именно то, что... Так, сейчас вот тут еще я отпечатывала и тоже покажу, что вот именно такое вот... так, фокус. Да, здесь мне нравится именно то, что рисунок не обрывается. И достаточно также просто отпечатать такой рисунок на ноготок, и все будет замечательно смотреться. При этом отпечатывать эти рисунки можно любым цветом, на любом фоне. То есть это вы сами уже, да, там смотрите, какой фон, каким цветом отпечатать. Я единственное вот в этом прямом эфире вот единственное, что хочу, это показать, насколько это в принципе просто. Если, например, вензеля нарисовать, да, действительно, есть мастерицы, которые очень хорошо, красиво рисуют вензеля, и им это все очень легко и быстро дается, да, то, например, вот нарисовать какие-то вот такие вот кружева, это уже займет намного больше времени, нежели просто отпечатать рисунок. Так вот, так, это уже про другую пластину. То есть это вот что касаемо именно вот таких вот пластин, которые с кружевами. У меня есть, конечно, еще там много пластин с кружевами, но вот без этих двух пластин я бы обойтись точно не смогла бы. Да. Еще такой момент. Вот смотрите, вот видите, например, вот представьте ноготок. У многих, например, вот он типс. Он размером, по-моему, 2,5 сантиметра, да, то есть как бы у девочек бывает так, что ногтевая пластина намного меньше. Вот мы представим, да, к примеру, вот такой вот ноготок. И видите, эта композиция, она в любом случае смотрится завершенной, да, то есть смотрится хорошо и красиво. При этом сразу видны кружева, да, ну то есть виден рисунок довольно отчетливо, довольно хорошо. Просто, смотрите, есть такие пластины, на которых, ну, это вот не именно, да, там, то, что вот я отпечатала. Тут вот тоже очень хорошо видны, да, вот есть такие сеточки, но они настолько мелкие. Вот она, эта пластина, BSN 009, да, то есть вот эти вот сеточки, они настолько мелкие, что при отпечатывании, да, они там очень-очень, ну, скажем так, не очень хорошо видны. Из вот этих, например, 4 сеточек, самая такая вот более или менее нормальная, это вот эта вот. Да, то есть она еще так очень, ну, довольно хорошо смотрится на коротких ноготках. Вот эти сеточки, ну, это будет вот прям как будто вы просто ноготок перекрыли другим цветом. Это будет как-то так. Что у меня сегодня с фокусом? Так, почитаю. Так, Наталья Бахмутова. У меня в Харькове похолодание. Дождик. Я как раз только купила пластину с вензелями. Отличная пластина, я считаю, что, ну, если вот мы говорим об этой пластине, пластина очень хорошая. Что-то у меня виснет видео. Полина вот пишет, что видео нормально идет. И у меня, и у Натальи. Иногда подтормаживает, но потом снова идет. Элла. Здравствуйте, Элла, здравствуйте. Девочки, по поводу интернета не знаю, по поводу качества видео, я знаю, что там в правом верхнем углу можно нажать на 3 точки и выбрать другие там параметры и высокое качество. Вроде бы как-то так. Вот девочки тогда подсказывали, писали тоже в прямом эфире, как можно улучшить качество. Но по поводу того, вот какой там, как интернет, здесь я пока что ничего подсказать не могу.
Вот, значит, то есть смотрите, все равно, да, бывают очень красивые кружева на пластинах. То есть есть такие пластины, где вот прям шикарнейшие кружева. Но когда начинаешь отпечатывать их на короткие ноготки, там получается такая каша-малаша, что практически эти кружева не видны. Кажется, что просто-напросто цвет перекрыли каким-то другим цветом, и то есть кружева нечитаемы. Так, такое вот тоже бывает. А вот на этих пластинах кружева, в принципе, может быть, из-за того, что здесь, вот видите, такие есть очень большие участки, где нет гравировки. Так, дальше, значит, мы, наверное, поговорим о таких пластинах, как модные у нас надписи, да, они, в принципе, и сейчас в тренде, и мало того, да, то есть если даже это будет о трендах, немножко о трендах, да, вот там мы следим за тем, что модно, но на самом деле клиенты за этим особо не следят. Знаете, да, то есть как бы я думаю, что многие мастера со мной согласятся. Это в лучшем случае, если там мастер сам предложит, да, там сделать что-то такое необычное там, да, или вот давай там что-нибудь напишем. А по большому счету, ну, во всяком случае, вот как у меня, да, это бывает, клиенты, ну, сделай там какой-нибудь цветочек, ну, какой-нибудь там лепесточек, ну, может быть, там какую-нибудь бабочку, ну, может, ну, вот как-то так. Когда у меня появились, когда, скажем так, в Поднебесной, да, появились пластины с надписями, конечно, для всех любителей стемпинга, я думаю, это просто был праздник, потому что написать вот каким-то вот таким вот мелким шрифтом какую-то надпись на ноготках для девочек, которые, скажем так, не умеют рисовать, плохо держат кисть, для таких, как я, да, в том числе. Для меня это было большой радостью, когда вот у китайцев появились такие пластины. Я понимаю, что многие девочки, например, сами могут написать там такую надпись, например, как «Ой, все», да, но у меня для того, чтобы хотя бы вот сколько, 5 букв написать и один восклицательный знак, я не знаю, сколько у меня уйдет времени, мало того, я не уверена, что я это смогу сделать, там, я не знаю, за один присест. Поэтому, когда появились такие пластины, я была очень рада. Но я набрала, вы знаете, у меня вот есть даже целый холдер с пластинами надписи. То есть у меня их, ну, достаточно, да, то есть как бы этих пластин. Но, как оказалось, в ходу у меня на данный момент только почему-то эти 2 пластины. И, в принципе, я не думала, знаете, что я даже не ожидала, то есть если, например, мне какие-то надписи казались очень интересными, то по итогу для девочек эти надписи, ну, нет, ну, это что-то типа не то или там не мое, нет, давай что-нибудь другое. Вот тоже, казалось бы, ничего особенного в этой надписи нет. На этой пластине есть и другие, намного интереснее, да, надписи. Но, тем не менее, вот это вот «Ниной» в итоге оказалась самой популярной. Здесь на пластине, здесь вот именно, здесь уже побольше, да, надписей, которые в ходу. Здесь и лов мы очень часто использовали, и жить хорошо. То есть вот какие-то вот такие вот, самые, что ни на есть, простые, там «Я Зая», да, делали тоже. Вот. Самые, что ни на есть, простые. То есть если уже говорить о каких-нибудь там, вот у меня есть пластины, на которых там целые предложения, да, там целая философия заложенная в таких надписях, ну, как-то не идет. То есть даже если мы говорим о надписях, то здесь девочки, ну, лично мои девочки, они предпочитают какие-то очень простые, я там все могу, хочу, вот, и на этом все, собственно. Это что касаемо надписей. Я думала, что будет, у меня там есть пластина тоже, где тут должен быть дизайн, да, там, или там я такая там заводная, там, или что-то. Ну, вот я выбирала, когда пластины, я вот смотрела на какие-то вот такие вот смешные, скажем так, надписи. Но в итоге, вот как я уже сказала, у меня не в ходу, скажем так, те надписи. Хотя тоже очень интересные, да. Следующая пластина, это пластина от Николь Дари L04. И
Эта пластина, можно сказать, у меня очень часто на столе, и я ее вообще далеко не убираю. Почему? Потому что тут представлены всеразличные полосочки, да, то есть вот такие, например, полоски, вот рифленые такие полосочки. Ну, вот этот ряд я, скажем, вообще никогда не использовала, но вот этот ряд и кое-какие вот эти вот элементы, да, я использовала очень часто. Это как дополнение, да, то есть полосочку отпечатали горизонтально, вертикально, да, то есть это уже вы смотрите, как и что, как, ну, по тому дизайну, который вы, собственно, составляете. Вот этот ряд я вообще, собственно, не с этой пластины, то есть если мне нужно отпечатать именно какую-то полоску, да, туда либо сюда, либо наискосок, то вот эта пластина у меня всегда под рукой. Следующие пластины, это тоже, наверное, будет для многих необычные. Я вот сейчас, я просто сделала такую подборку, потом ее всю смешала. Еще что касаемо вот полосочек, да, что касаемо полосочек, это вот эта вот пластина Chopin's XL006. Это тоже оказалось для меня абсолютно... Эту пластину я выбирала совсем не из-за вот этих вот полосочек, да. Здесь мне были интересны на тот момент вот эти вот такие небольшие, вот именно мелкие, да, какие-то травинки, травушки, муравушки, вот. Да, здесь вот есть точно так же вот эти вот полоски, но они здесь настолько близко расположены, что, например, если вам нужна вот эта центральная полоса, то остальные две полосы в любом случае у вас на штамп отпечатаются, и нужно их убирать. И за это время, скорее всего, центральная полоса, если мы отпечатываем обычным лаком для стемпинга, уже подсохнет, и, соответственно, для переноса вам понадобится уже там праймер или создание липкого слоя для того, чтобы перенести. Поэтому здесь немножко неудобно, да, то, что близко расположено. Здесь вот эти элементы, они тоже очень близко расположены, но так как эти элементы мне очень нравятся, да, и они нравятся моим девочкам, то есть я готова, хорошо, ладно, закрыть глаза на все остальное. То есть вот здесь вот это очень похожий элемент, как вот вышиванки, да, там такие вот, такой вот орнамент, и он очень красиво смотрится, если белый фон, например, красным, да, отпечатать вот такой вот такую полосочку. Очень красиво. И причем самодостаточно. То есть отпечатали такую полосочку, и уже красота, и в принципе не хочется ничего даже добавлять. Вот эта полоса, это, ну, такая вот, скажем так, леопардовая, да, полоса. Она тоже дополняет любой леопардовый дизайн. То есть где-то сделали такой принт, да, там чуть дальше вот покажу, ну, вот этот вот, ну, типа не до кругляшочки, да, типа точки леопарда, как у леопарда, или вот бывает, да, и вот таким образом, вот, и она тоже очень замечательно смотрится, я говорю, даже не нужно ничего дополнять, ну, то есть вот эта вот пластина, если мы говорим именно о полосках, она тоже дополняет мою коллекцию именно вот этими своими полосами. Вот, и вот эти, так, вот это, так, еще, по-моему, тут должна быть пластина, сейчас, так, вот она. В плане геометрии. В плане геометрии это, скажем так, не совсем любимая моя тема дизайнов, стемпинг дизайнов, да. Саму по себе геометрию рисовать я не умею. Я приобретала немало пластин с геометрическими всеразличными линиями, полосками, но в итоге работать было с ними очень сложно. Почему? Потому что геометрические вот эти линии, они настолько тонкие, что очень быстро высыхал лак, очень быстро. И даже где-то мне не удавалось отпечатывать, да, то есть как бы у меня все хорошо со скоростью, в принципе, я разбавляю свои лаки для стемпинга, да, то есть они у меня особо не сохнут быстро, да, например, вот когда-то вот эта пластинка от Big Bang, она была у меня в ходу. Почему? Потому что тут очень много вот всяких геометрических вот таких вот фигур, и то есть если девочкам кому-то нужна была геометрия, я доставала вот такую вот малышку. Максимум, что я могла отпечатать тут, это вот такой вот набор из
квадратиков, вот такой набор из раз, два, три шестиугольников, да, то есть вот, ну, и сердечки мы тоже, ну, это не то чтобы геометрия, но тем не менее тоже отпечатывали. И отпечатывали вот эти вот полосы со звездочками, с кругляшочками. Вот эти элементы, они грубоваты, скажем так, на этой пластине. И если, например, мне нужно было собрать композицию, то я могла отпечатать вот этот элемент, какой-нибудь кругляшочек, либо вот такой вот крестик, либо прямоугольник. И сама там вот, то есть, понимаете, то есть это было не то, что вот там какая-то геометрическая композиция. Нет, это просто было вот туда этого шлепнула, и все. Собственно, только вот эта пластина у меня раньше была в ходу по геометрии. Сейчас я от нее, можно сказать, отошла, потому что мне понравилась именно вот эта пластина. Это Aprotega GR407 с геометрическими. Тут вот как раз-таки геометрические композиции, да, представлены. Здесь очень много можно что сочетать друг с другом. Да, здесь вот наверху есть такие элементы, которые требуют, да, дополнения. Да, то есть, конечно, можно и отдельно отпечатать, но можно очень-очень давно в ходу. Я знаю, что многие девочки жаловались на то, что это старые GR-ки 15XYZ22, что вот качество пластин там, да, вот очень плохое и все такое. То есть этим пластинам, по-моему, года 3, может быть, или даже, может быть, даже больше. И действительно тогда с AliExpress качество пластин было, ну, мягко скажем, не очень хорошим. И здесь я тоже не могу сказать, что вот прям отличное качество. Но то, что сейчас у нас есть хорошие штампы, да, сейчас у нас есть, мы можем, ну, то есть и лаки у нас сейчас уже более или менее такие, как сказать, ну, не так быстро сохнут, скажем так. Поэтому, в принципе, почему нет? Вот, например, вот эта пластина. Я никогда не думала, что она у меня, ну, вот прям будет в любимицах, да, казалось бы, что здесь. А вот вы посмотрите, вот этот вот рисунок, например, да, там и сейчас, и несколько лет назад он был, можно сказать, чуть ли не в тренде, потому что очень многие рисовали именно вот такую геометрию, да, на ногтях. Но это реально рисовали. То есть вот представьте ноготок просто, да, там белый фон на ноготках, и вот так вот отпечатали, то есть, собственно, рисунок. И вот вам, пожалуйста, вот такая вот абстрактная какая-то геометрия. Многие именно рисовали вот такую геометрию на ноготках. И, в принципе, и сейчас это тоже актуально. Одним цветом отпечатали, там, неважно на каком фоне, да, там подобрали цвет, отпечатали, и все, и замечательно все смотрится. То есть вот этот вот рисунок тоже очень часто я отпечатывала, посмотрите, на красном фоне, черным лаком, и тоже очень интересно смотрится. Но опять-таки, да, то есть это длина ноготка 2 сантиметра. То есть это такие небольшие ноготки, не длинные, вернее, ноготки. Вот, 2 сантиметра, чуть поменьше, чем мои вот сейчас, да. То есть и вот, пожалуйста, тоже очень интересный получается такой дизайн. Вот этот элемент тоже очень часто отпечатывала. Вот этот элемент, по-моему, где-то я его тоже отпечатывала, да, то есть... И тут не требуется каких-то там куча техник, да, там по стемпингу. Это именно то, вот этот рисунок один раз я делала, знаете, вот если так вот присмотреться, если его немножко подкрасить, да, расставить тени, то это будет смотреться как такая вязаная корзиночка, да, то есть сдалека будет смотреться, да, особенно если быстро ходить, так вообще прям будет корзиночка. То есть вот это вот тоже очень интересный элемент. На этой пластине XYZ22 очень часто я использовала именно вот эти вот кругляшки, нет, горошек, да, горошек, вот. Такой горошек идет на убывание, ну, кому на убывание, кому на возрастание, кто с какой стороны смотрит. В общем, вот этот вот элемент я очень часто использовала. Причем здесь он действительно
правильного размера, да, скажем так. То есть это не мелкий горошек, да, вот здесь вот, конечно, он уже когда уходит прям на нет, там мелковатый, да, а здесь вот именно правильный горошек, не крупный и не мелкий, и на ноготках, на коротких, и на ноготках там вот 2 сантиметра смотрится это все очень красиво. Не нужно ничего там вытягивать, растягивать. На этой пластине также есть, вот видите, полосочки такие-такие, вот, тоже бывало нет-нет использовала. И вот точно так же вот эти вот геометрические элементы. С другой стороны, тут тоже похожая очень пластина XYZ25. Вот этот элемент тут повторяется, да, то есть повторка, но на этой пластине я использовала этот элемент чаще, потому что он, скажем так, больше, да, здесь он немножко мелкий. А на этой пластине очень часто использовала вот этот элемент очень часто. Да, то есть вот этот элемент очень красиво, на самом деле, вот казалось бы, да, ну что тут такого, да, вот такие вот полоски. А на ноготках это смотрится, знаете, вот как будто реально сделали такой перекрестные линии, да, то есть другим фоном, когда делаешь, что отпечатываешь сверху вот этот рисунок, и непонятно, какой был фон, а каким отштамповывали рисунок, да, тоже интересная композиция получается. Вот, это то, что касаемо именно геометрии, то есть по геометрии, вот если, например, ну, 4 пластины, да, то есть просто это 2 пластины я так объединила, они без подложки, и я наклеила на двухсторонний скотч, и вот таким образом их прикрепила, и они у меня всегда тоже под рукой. Так. Качество хорошее. Полина, Наталья, да, качество хорошее, но виснет. Людмила, добрый день, и у меня виснет эфир. Прошу прощения, девочки. Девочки, всем привет, это Анна. Пишет, здравствуйте, Анна. Все, привет с Украины. Людмила, добрый день. Добрый день, Людмила. И вам, и Украине тоже огромный-огромный привет. Так, Элла, какие фоны, самые ходовые, универсальные, вы можете посоветовать? Если уже спрашивали, я потом в начале эфира посмотрю. Нет, Элла, сейчас я покажу, да, какие фоны. У нас такие сочетания нельзя. Крыска, Лариска, здравствуйте. Не совсем поняла, какие сочетания вам нельзя. Наталья. Здравствуйте, Наталья. С Херсона, добрый день. Здравствуйте. Светлана. Всем привет. Викуля, привет. Здравствуйте, здравствуйте, Светлана. Так, мисс Ольга. Ой, мисс Ольга, добрый день, рада вас видеть. Линии искажаются. Мисс Ольга, значит, наверное, вы у меня тоже в комментариях. Давайте, да, посмотрим геометрию сейчас чуть позже. Вернемся мы с вами к геометрии. Хотя вот, в принципе, там, по-моему, про видео одном рассказывала. Так, следующее, вот мы поговорим хорошо вот о фонах, да, и давайте вот о фонах поговорим. Сейчас я подберу пластины, которые для этого, в принципе, так. Так. Вот о фонах. Давайте так вот. Самая очень удачная пластина у компании Beauty Big Bang XL086. На вид пластина абсолютно многим может показаться неинтересной. Но на самом деле в качестве фона, да, и в качестве даже самостоятельного рисунка каждый, ну очень много здесь рисунков, которые подойдут для этого. Этот рисунок, этот, ну, все эти рисунки в качестве фона отлично подходят. И потом уже там чем-то дополнить. Вот, например, рисунок, вот этот, да, то есть прикрою вам вот сейчас вот там сверху, да, и снизу. То есть это такой своего рода, как получается, градиент, да, то есть по центру, да, от центра по сторонам, то есть рассеивается, да, то есть по центру у нас такой плотный рисунок, и в сторону все
мельче и мельче. То есть это получается, ну, своего рода такой как бы на вид, издалека особенно, да, то есть это смотрится как градиент. Каким цветом вы отпечатаете, собственно, таким цветом у вас и будет типа градиент. Тут тоже длина 2,5 сантиметра, но на ноготках это все равно как бы лучше брать, если ноготки будут где-то примерно 2 сантиметра. И вот, пожалуйста, да, сюда отпечатали какую-нибудь веточку, даже можно какую-то надпись, да, собственно, веточку, надпись, и все, и дизайн будет готов. Но при этом это и так можно оставить, да, без всяких там полосочек, ну, без всяких добавлений, собственно, да, то есть как какой-то такой вот самостоятельный дизайн, это тоже вполне подходит этот рисунок. Так, вот, например, здесь от центра идет рассеивание, да, от центра. Вот тоже, пожалуйста, очень, на мой взгляд, замечательно смотрится. Можно и так оставить, можно, пожалуйста, чем-то дополнить. При этом неважно чем. То есть тут, в принципе, рисунок абсолютно никак не обязывает вас в дополнении. Да? Можете добавлять и флористику, можете добавлять сюда и геометрию, можете добавить сюда и, например, лицо, да, там девушки какое-нибудь, ну и бабочку, чем угодно дополнить можно, абсолютно чем угодно. Так, и еще, да, то есть, ну, вот эта пластина, на мой взгляд, тоже должна быть обязательно у многих. Из последних пластины, которые меня очень сильно порадовали, это была пластина от Aprotega GR116. Тут на пластине представлены тоже, да, вот такие типа градиентные рисунки. Вот этот, например, вот этот, да. Тут от центра такое рассеивание идет. Тут есть горошки, но это горошки такие. Сделали такой фон с горошками и дальше уже творим, что хотим. Здесь я хотела бы вам показать, то есть вот этот, да, тоже элемент, он вот очень похожий, там тоже на вот той пластине был. Если его, например, мало, так, сейчас, где он у нас? Вот, например, вот этот элемент. Мы отпечатываем его в эту сторону и в эту сторону. И у нас по центру получается вот еще одна такая вот полосочка, да, то есть можно вот просто со стороны свободного края, либо со стороны кутикулы отпечатать, вот, а можно просто со стороны свободного края отпечатать. Тогда у вас получится вот, ну, то есть вот такой вот на убывание. Ну, на мой взгляд, тоже вполне отлично подходит и в качестве фона, и в качестве как, ну, самостоятельного такого дизайна. Вот эти вот рассеивающие круги, на самом деле, вот смотрите, на красном фоне я отпечатала белым, да, то есть смотрится прям вауч как. Можно отпечатать какую-нибудь надпись, да, точно так же, либо можно добавить веточку, добавить цветочек, и такой как солнышко, да, то есть если, например, можно отпечатать желтым цветом, и будет вам такое солнышко, вокруг которого там, я не знаю, там птички там или еще что-то добавить. Но это не знаю, во всяком случае у меня тогда фантазия играет в эту сторону. Вот, поэтому как вариант, почему нет. Вот тоже такое рассеивание, да, то есть это вот этот вот рисунок, вот, и тоже вполне подойдет и в качестве фона, и в качестве самостоятельного такого покрытия, самостоятельного дизайна. Вот эту пластину, так, еще вот у меня, сейчас, подождите, вот эта пластина, она у меня тоже очень давно, BMXL 19, очень давно эта пластина, и тут, наверное, самый заюзанный, самый невозможно вот сколько раз отпечатанный рисунок, это вот этот. И сколько бы я ни искала, да, сколько бы я ни искала на других пластинах, потому что, ну, больше с этой пластины особо я ничего не брала. Вот этот, например, там элемент один раз я, по-моему, его брала. Только вот этот рисунок с этой пластины, и очень часто бывает так, что именно достаю эту пластину из-за этого рисунка. Казалось бы, ну что тут, а вот он, вот видите,
То есть он вот выглядит именно, знаете, как такой вот, ну не знаю, кому-то это может показаться волной, кому-то это может показаться там вот какие-то там, я не знаю, там брызги, да, еще что-то. Но вот очень интересно. Вот именно если я очень не люблю рисовать френч, очень не люблю даже отпечатывать френч с френчами, но вот сказать, что это прям мой любимый дизайн, нет. Поэтому чаще всего это бэби-бумер у меня, и чаще всего это вот так вот отпечатан. Бэби-бумер это, конечно, плавный переход, это тоже всегда очень красиво смотрится, но зачастую я вот делаю вот именно, отпечатаю вот этот элемент. А дальше там уже что там человек, там что девочка хочет. Да, вот эта пластина тоже у меня незаменимая, и она у меня очень и очень-очень давно. В свое время был очень моден вот этот вот рисунок, да, то есть такой вот фрак у кого, скажем так, у девочек дресс-код белое, черное, да, то есть отпечатывали вот этот вот рисунок. Причем вот эта часть, да, могла просто-напросто не влезть в ноготок, и отпечатывался только бантик и вот эти вот 3 пуговки. И то это тоже смотрелось очень интересно и очень симпатично. Не знаю, есть ли сейчас эти пластины в продаже, потому что, я говорю, это было очень давно. По поводу фонов, да, возвращаясь к фонам. Вот на этой пластине у меня, ну, скажем так, вот этот вот рисунок, просто полосы, он есть у многих, на многих пластинах, но тут мне нравится именно чистота вот этих вот линий, да. Так, вот я покажу вам, очень похоже. То есть, если не захотели, например, у меня сердечки, то вот, пожалуйста, есть звездочки, да, а суть, в принципе, одна и та же. Но эти рисунки тоже очень востребованы клиентам. Просто полосочки, только здесь сердечки, а здесь звездочки. Ну, то есть по настроению. Сегодня захотели сердечки, отпечатали сердечки. Захотели звездочки, отпечатали звездочки. Собственно, с этой пластины тоже больше ничего ходового у меня тут нет. На этой пластине у меня также в ходу были вот эти вот узоры морозные, но это обычно в зимнее время. И вот этот вот узор тоже, ну такой зимний, да, там вязанки, зимнего какого-то свитера, очень отлично просто-напросто тоже зашел. Причем его раскрашивать даже особо не нужно, то есть любым фоном также отпечатали, и все замечательно. Из зимних пластин тоже не могу не отметить вот эту пластину Beauty Big Bang 0,5. Она маленькая, малышка, но тут тоже, если говорить именно о дизайнах, очень четко получаются отпечатки, поэтому каждый из этих рисунков, да, вот каждый, ну, может быть, только вот этот, да, там я не использовала, ну, вот каждый из этих рисунков я использовала, и действительно очень хорошая и гравировка, и, в принципе, рисунки сами по себе интересные. Эта пластина у меня тоже очень-очень давно, BSN 004. Это принты, да, то есть, соответственно, если мы говорим о принтах, то, в принципе, ну, то есть мы можем также их использовать и в качестве фона. Но здесь очень красивый, скажем так, принт змеиный. Очень часто я использовала вот именно вот этот принт леопардовый, вот то, что я говорила. Потому что тут этот леопардовый принт, он как нельзя, вот прям лучше всех. Я не знаю, да, на многих пластинах, да, вот есть вот такие завитушки, на многих. Но на многих пластинах, вот когда отпечатываешь на короткие ноготки, то там получается вот как будто вот просто кляксы. А вот тут с этой пластины это получается действительно леопардовый принт. То есть такой вот хаотичный, то есть без всяких там, вот прям вот совсем вот, чтобы прям круглый какой-то был ровный, вроде бы не очень-то и брежный, да, но это, собственно, и нужно. Также тут есть принт, это хаки, да, вот, ну такой, не знаю, камуфляжный, да, то есть камуфляжный, там кто-то скажет военный, да, то есть вот такой вот принт. И тут он тоже самый, что ни на есть замечательный, самый, что ни на есть простой, и без всяких там, я не знаю, отпечатать его в технике цветной стемпинг, то есть различными цветами на каком-нибудь там, не знаю, темно-зеленом фоне, и тоже все замечательно. Принт зебры я вообще, в принципе, очень редко использую. Ну,
во всяком случае, не могу сказать, что он у меня востребован. Тем не менее, эта пластина у меня тоже всегда под рукой. И, значит, еще такие пластины, так, которые, скажем, вот уже, если мы говорим прям вот о дизайне, да, вот эти две пластины от Апротега GR172, GR340, вот они как появились у меня, уходят, вообще никуда не уходят, да, то есть вот такие варианты я делала, в принципе, да, показывала в обзоре. Это очень просто делаются эти дизайны, очень быстро делаются эти дизайны, и они, в принципе, нравятся девочкам. Казалось бы, вот эта вот тетя на пластине очень большая. Ну вот посмотрите, то есть даже без уменьшения рисунка она отлично читается на ноготке, ну то есть в данном случае на типсе, она отлично читается, то есть понятно, что это девушка в шляпе, то есть все замечательно. То есть вот эти рисунки, да, вот эта вот девушка в шляпе очень часто пользуется спросом. А что тут? Тут точно так же, просто отпечатали рисунок, ничего заурядного, тем не менее, все, девочка уже идет, и на ногтях у нее там девушка в шляпе, и все замечательно. Вот это, да, тоже рисунок очень часто делал. Здесь с этой пластины, так, вот этот вот момент, да, то есть как бы я тоже уже вот делала, показывала. Тут техника стемпинг со смещением, 2 раза отпечатали один и тот же рисунок, второй рисунок просто немного со смещением, и все, собственно. Здесь вот силуэты. Согласитесь, ну я не знаю, как у вас, но очень много девочек, которые до сих пор ходят с однотонным покрытием, да, то есть бэби-бумер это там в лучшем случае. И то есть, да, ну вот просто предлагаешь, да, давай вот отпечатаем один из каких-нибудь вот таких вот силуэтов просто, да, там на один какой-нибудь ноготок. И вроде бы сначала там, ой, да может не надо, да ну нет. И тут вот в чем прелесть стемпинга, да, говоришь такую коронную фразу. Давай мы отпечатаем, если не понравится, можно будет спокойно удалить, то есть, да, спокойно стираем и все. Ну хорошо, ну давай. И вот отпечатываешь какой-то из этих силуэтов, девушка смотрит, ну ладно, ну хорошо, пускай остается. То есть вот, и в следующий раз, когда этот клиент приходит, то он уже сам говорит, ну давай, может быть, что-нибудь отпечатаем, да, давай, может, попробуем что-нибудь на ноготках отпечатать. И этим, собственно, стемпинг и хорош, да, то, что вы можете отпечатать на ноготки что-то клиенту, клиент посмотрит, если ему понравится, оставляем. Если нет, то просто спокойно все это дело удаляем. Так, то есть вот эти вот пластины, это тоже пластины, которые цветного, ничего там. Вы знаете, есть девочки, которые не любят бабочки, цветочки. То есть вот это как раз-таки вот эти две пластины именно для таких девочек. Ну, правда, есть такие, которым про цветочки и про бабочки вообще лучше не заикаться. Вот поэтому для таких девочек вот две пластины у меня. Также пластина, значит, от Born Pretty. Это Spring Garden L011 и пластина от Апротега GR371. Тут с пластины вот эти вот бабочки я уже, хотя эта пластина не так давно у меня появилась, ну просто так получилось, да, что сейчас лето, и вот начиная, даже начиная еще с весны, вот эти бабочки у меня шли, и вот эти ласточки у меня шли, да, то есть не могу пока сказать ничего по поводу остальных, ничего пока что не идет, но вот эти вот бабочки и вот эти ласточки, это вот прям такой вот must have. Тут точно так же. Максимум либо просто отпечатали, либо отпечатали в технике цветной стемпинг. Несколькими цветами сразу поставили несколько там капель такого цвета лака для стемпинга, либо другого, еще другого цвета. Убрали лишнее скрапером, отпечатали, и вот вам уже готовый дизайн. Тоже все очень быстро и просто. Почему вот эта пластина? Эта пластина, это тоже та пластина, которая у меня наряду с вот этими пластинами, да, прошу прощения, наряду с вот этими пластинами, она у меня тоже со стола никуда не девается. И
Тут у меня все вот эти вот этот ряд полностью, да, то есть даже вот эти вот веточки отпечатывала, вот эти элементы, да, это как, ну, типа лунный маникюр, да, вот эти вот элементы очень красивые, вот эти все три вот этих элемента очень красиво смотрятся в качестве лунного такого дизайна. Вот эти вот вот эту вот веточку тоже очень часто, даже вот этот вот бантик отпечатывала тоже, он довольно вроде бы обычный, простой, но на ноготках, вот если вот отпечатывать его, да, вот даже немножко вот так вот под углом, очень красиво смотрится. И вот этот вот ряд, это что-то вроде такого арт-френча, точно, который можно раскрасить еще при этом, да, в технике реверсивный стемпинг. Так, вот, наверное, да, вот у меня эти цветочки. Вот. И то есть на самом деле вот этот вот типс у меня точно так же, ну то есть у меня есть планшетки с дизайнами, да, там, где девочки выбирают себе дизайн. И вот у меня стоит вот этот планшет, ну вот этот типс приклеен к планшету, и очень часто висим. Так, сейчас, девочки, одну секунду. Красная полосочка на белом. Да, крыска Лариска. Так, все интересно, но у меня подвисает. Посмотрю в записи. Лайк поставила. Спасибо большое, Лариса. Висим. Оксана. Здравствуйте, Оксана. Блин, Елена Мюнхен. Не висим, не висим. Полина, не... Хорошо, что кто-то не висит. Девочки, да, пожалуйста, пишите, а то, видите, я не успеваю там и читать, и говорить, и мало того, я если начинаю читать, то я начинаю сбиваться, и все тогда. Вот, то есть вот такой типс у меня приклеен на планшетку, девочки, и очень часто девочки вот смотрят, о, как прикольно, да, то есть вроде бы и не френч, а что-то такое интересное, да, и то есть очень часто выбирают, поэтому вот эта пластина у меня никуда далеко не убирается. Так, Оксана пишет, пришлось перезагрузить. Оксаночка, я надеюсь, что все будет теперь хорошо. То есть теперь, значит, что еще у меня осталась последняя пластина, о которой бы мне хотелось бы рассказать. До этого, до того, как у меня появилась эта пластина, мне приходилось держать, наверное, пластин 5 с разными травками, да, с разной такой травой, листочками, ну, то есть такой листочек, там такой листочек, на какой-то пластине был там такая травка, на другой пластине другая травка. Как только у меня появилась именно вот такая пластина, это тоже от Protego, только Sunnail Flowers 001. Тут есть... Мне теперь не нужно искать, да, там где-то такую травку, тут есть и мелкие травушки, есть прям совсем милипуськи, да, вот посмотрите, прям совсем тонюськие милипуськи, вот они. То есть есть покрупнее, есть прям совсем покрупнее, да, то есть это если нужно вот прям что-то там составить. Есть вот такие вот тончайшие, вот, пожалуйста, вам тот же самый рисунок, да, только он вот покрупнее, помельче, выбирайте любой. Да, то есть есть вот, пожалуйста, вот так, понятно, что это вот не на весь прям ноготок, можно вот какую-то часть отпечатать, да, то есть вот тут какую-то часть, то есть вот я уже смотрю по размеру ногтевой пластины, вот где и что, какой именно, какая травка мне понадобится. И в принципе вот эта пластина, она абсолютно заменила мне, там, скажем так, 5 других пластин, на которых были там какие-то тоже травки. То есть, если мне нужно просто отпечатать какую-то веточку, да, вот я беру, вот, пожалуйста, вот эта веточка, вот эта веточка. Ну, тут практически тут все веточки, сейчас просто лето, поэтому веточки у нас всегда в ходу, в принципе. Поэтому с этой пластины я уже там чуть ли не все веточки, я уже даже не знаю, какие веточки и по сколько раз отпечатала. И еще одну пластину, которую хочу показать, BSN 003.
Пластина, с одной стороны, может показаться вам, что она очень похожа на какие-то другие пластины, но на самом деле на этой пластине очень интересные узоры, орнаменты. Это для таких вот, можно сказать, восточных девушек, кто любит восточный стиль, да, вот что-то в этом роде. Такое тоже очень часто встречается. Мало того, сейчас лето, и вот эти вот принты яркие, да, тоже в восточном стиле, они тоже довольно актуальны в моде, да, или там, например, стиль там, ну, вот не, абстракцией, конечно, это навряд ли назовешь, но даже для каких-то вот таких вот луков, да, абстрактных, вот такие композиции тоже вполне подходящие. Покажу вам, так, где-то я их вот отпечатывала, да, например, вот этот рисунок, вот. Видите, то есть смотрите, на самой пластине вот он выглядит вот так. Вот, не знаю, хорошо вам видно. Вот. А когда отпечатываешь его на типс, да, то есть кажется, что абсолютно какие-то хаотичные линии, хаотичные полосы, тем не менее, вот, ну, на мой взгляд, тоже довольно интересно. Тоже очень часто вот этот элемент я использую, просто отпечатав. И вот, да, рисунок. Тут тоже, по-моему, 2 сантиметра. Сколько тут? 2? Ну, чуть меньше, чем 2,5. Ну, вот тоже, да, вот такой вот. Если делать эти рисунки именно раскрашивать в реверсивном стемпинге, да, то это получается очень красиво и очень шикарно. То есть это если мы уже говорим о каких-то вот таких вот, да, шикарных, ну, то есть ярких дизайнах, да, то есть вот эти вот картинки, вот их раскрашивать, во-первых, само удовольствие, знаете, такое впечатление, вот как мозаика, да, такая получается, вот раскрасили такую мозаику на ноготки, но тем не менее можно и тоже точно так же вот просто отпечатать. Иногда даже ну вот можно спутать, например, вот такой вот рисунок, да, можно подумать, что это тоже что-то вроде кружевов, да, на ноготках. Ну, на самом деле, вот видите, это вот просто вот такой вот рисунок. Так, девочки, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Елена Мюнхен, да, это тоже моя любимая с травками. Я и закаты делаю или добавляю зелень. Вот я считаю, что вот отличная прям пластина, на мой взгляд, должна быть у многих. Виктория, а дадите ссылку, где ее купить, пластину с веточками. Да, под моими видео с тестированием пластин от Протега, думаю, там есть ссылки, но после прямого эфира я попробую добавить эти ссылки также под этим видео, под прямым эфиром. Так, Элла спрашивает, как вы предлагаете клиентам рисунки? Показываете пластины или готовые дизайны на типсах? В основном я показываю готовые дизайны на на типсах. Давайте я вам покажу сейчас. Возможно, это будет кому-то интересно. Вы знаете, у меня не очень хорошая организация, скажем так, да, то есть дело не в том, что вот именно иногда там что-то перекладываю, переставляю, но у меня времени нет. Вот видите, у меня вот, пожалуйста, да, то есть человек смотрит, и да, ему может там не подойти как-то цвет, может не подойти там, не понравится там что-то там. Но мои девочки уже, в принципе, они знают то, что фон может быть абсолютно другим, да, то есть если тут, например, серебро, это можно отпечатать золотом, любым другим цветом, то есть, в принципе, они все это уже, ну, как бы знают, да, и, например, вот, да, тоже, это вот скоро выйдет видео, то есть вот такие вот. Тоже просто вот такие вот френчики, арт-френчики тоже, пожалуйста, смотрит. То есть человек просто вот смотрит, да, то есть если ему что-то понравилось, он говорит, ну вот что-то, например, вот такое, да, и то есть, ну вот, например, тут мне только не нравится бабочка, или тут мне не нравится там вот это, или а можно это сделать на каком-то там, на другом фоне, как это будет смотреться. В стемпинге большой, как я вот еще раз повторюсь, большой-большой плюс это именно то, что
вы не привязаны, да, то есть как бы, ну, я не знаю, то есть у вас нет каких-то ограничений, то есть в каком плане. Вы, к примеру, отучились где-то, и вы умеете там рисовать, ну, я не знаю, там, зайчика, цветочек, да, там, еще что-нибудь. А тут человек приходит к вам и говорит, слушай, а нарисуй мне дракона, да, там, а вы такая, блин, ну я, конечно, не пробовала, да, но давай попробуем, да, и то есть это как-то вот так. А в стемпинге вы показываете, просто находите пластину с драконом и говоришь, ну вот как тебе, вот такой дракон подойдет? И то есть если клиент говорит, ого, все, подходит, да, давай. То есть я говорю, мои девочки, они уже привыкли к тому, что я не умею рисовать. То есть они уже знают то, что, например, прийти ко мне и сказать там, ой, там, нарисуй мне там вот это бесполезно. А они у меня уже спрашивают, у тебя есть там, например, пластина с драконом, да, или есть там пластина, как мы вот смеялись с девочками, да, в прошлом эфире, с Джоном Сноу, да, с «Игры престолов». У тебя есть пластина с «Игрой престолов»? Вот, то есть это уже как такое, знаете, идет вот ясно. И то есть и ты говоришь, да, вот у меня есть Джон Сноу, да, у меня есть дракон, да, пожалуйста. То есть как бы и это на самом деле расширяет, скажем так, вот это вот ваши, скажем так, ну не то, что, конечно, способности, да, но те дизайны, которые вы можете сделать. Но я скажу, давайте честно, это бывает очень редко. Одна девочка у меня только вот есть такая вот, тоже по настроению, да, там креативная, то есть вот ей, да, может что-то такое вот, а есть такое, вот как-то вот так. Но в большинстве случаев это, как правило, ну, девочки, это, как правило, вот что-нибудь такое быстренькое, легкое, и все. И всем, как говорится, всем спасибо, всем до свидания. Так, надеюсь, Элла, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, да, то есть как бы спасибо большое, девочки. Но на самом деле это не все дизайны, да, которые вот я вам показала на планшете. У меня также есть это просто на типсах, но там такой бардак, что я даже показывать не буду. Там это тоже старый, там вот на... Мне просто лень, знаете, я вот такие типсы там закрепила. И, значит, тоже, ну, это такие тоже старенькие, там совсем прям простенькие какие-то, ну, в принципе, стемпинг это и есть простой и быстрый дизайн. И когда ваши клиенты привыкают к тому, что вы им что-то делаете на ногтях быстро, легко, да, в принципе, им это нравится, то есть они уже не готовы, чтобы побыстрее. Так, теперь, девочки, у меня, значит, спрашивали по поводу геометрии, да, как отпечатать четко геометрию. Так, я не планировала ничего отпечатывать, вот видите, я заранее так вот все отпечатала, просто не планировала, что буду что-то в прямом эфире делать, потому что если я делаю что-то, я замолкаю, и все, и меня не видно и не слышно. Так, давайте возьмем, наверное, я сейчас возьму штампик по поводу геометрии. Так, возьмем два штампа. Один штамп я возьму, я просто очищаю, ну, даже они у меня чистые, в принципе, да, лежали, но тем не менее, еще раз пройтись будет неплохо. Так, возьмем лак для стемпинга и, наверное, типс, да, ну возьмем белый типс, возьмем и черный лак для стемпинга. Так, скрапер. По поводу геометрии. Я, конечно, не знаю, о какой геометрии именно идет речь. Да, если мы, например, говорим о каких-то вот таких вот моментах, да, то есть тоже, в принципе, можно назвать, да, что-то вроде там геометрии, но это отпечатывается очень легко, да, думаю, ни у кого проблем с этим не возникает. Тут самое главное, ну вот в таких, где он там, где этот типс?
Ну, в таких моментах главное просто-напросто по центру. То есть не вот так ведем, не вот так. По центру отпустили, да, то есть как бы штампик и отпечатали. По центру отпустили и отпечатали. По-другому, то есть, ну, никак. Так, где же этот типс-то? Не могу найти. Все свалила. Так, ну ладно, да. Сейчас я уже начну, а то это нервничать о геометрических, да, композициях, да, то есть у нас тут, например, вот композиция из треугольников, да, композиция, например, вот такая композиция, прямые линии, кругляшочки, да, то есть прямые линии, квадратики. Ну, то есть если мы говорим именно о таких композициях, то да, тут бывают сложности определенные при переносе. И здесь главное смотреть именно на вот эту полосу, да, на эту линию. Самое главное. Так, сейчас я лак немножко встряхну. Я взяла специально 2 штампа. Один штамп будет вот упругий, да, вот он упругий, то есть он не настолько мягкий. Другой штамп, вот он прям совсем мягкий. Видите, вот он прям проваливается. Этот штамп, я могу, конечно, его продавить, но это будет уже, знаете, так вот, с усилием. То есть смысла нет. Я показывала, например, вот этот штамп, когда мы переносим рисунок, вот, для того, чтобы нам перенести рисунок, нам нужно надавить, чтобы была побольше площадь, да? Вот, то есть, если я не буду сильно давить, вот она площадь отпечатанного рисунка будет, вот видно, да, то есть, как бы куда проваливается, где вот отсвечивает. Для мягких штампов, то есть без какого-то даже нажима, вот видите, уже сразу полностью на всей ногтевой пластине рисунок отпечатается. То есть чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, чтобы в боковых валиках тоже рисунок остался. И все, собственно. Наверное, я буду это делать, наверное, на своих ноготках, да, потому что то ли дело на типсах, да, отпечатывать, а то ли дело на ногтях. Причем на ноготках клиентов это все-таки проще, да, на своих ноготках немножко все-таки мы-то видим, на своих ноготках немножко все-таки мы-то видим под каким-то там углом, а ручки клиента у нас перед глазами. Вот отпечатали рисунок, вот видите, тоже в прямом эфире я отпечатала вам. Просто девочки многие спрашивали, а Protego действительно ли хорошие пластины, вот, пожалуйста, геометрия вам. Вот, то есть вот мы штамп обязательно прозрачный, другой просто никак. Приставили и полностью отпечатали. То есть, если, например, ввести, да, ну, то есть, я не знаю, как вам, если, сейчас вот давайте еще раз, да, другой, ну, по-другому просто переведу, я не буду очищать пластину. То есть, если мы, например, да, ставим уголком, ну, другой вариант просто. То есть я вижу центр, да, то есть мне нужно разместить по центру, но главное, чтобы именно вот эта прямая линия, она шла ровно. Я просто прикладываю кончик и вытягиваю. Вот видите, здесь вот у меня, сейчас вот покажу, вот здесь вот, да, вот съехал рисунок, вот, если видите. Вот. Почему? Потому что сейчас мягкий штамп. То есть вот есть, сейчас вот возьмем, давайте с вами. Ну, тем не менее, это вот буквально там краешек, да. Почему? Он съезжает, потому что штамп мягкий. То есть он проваливается, и, соответственно, рисунок искажается. Ой, не убрала. Уже, наверное, подсох просто на пластине предыдущий рисунок, поэтому лучше уже, наверное, очистить. Сейчас мы возьмем, ну, для чистоты эксперимента, да, этот же рисунок, только твердый штамп.
Вот, на твердый штамп тоже, пожалуйста, да, вот рисунок тоже полностью, все замечательно отпечатался. И я также вот прикладываю к кончику, то есть я вижу, куда в принципе идет, должна идти эта линия. И отпечатываю. Штамп не проваливается, потому что он жесткий. Все. Приставила и вот придавила. Вот. Все ровненько. Все исчезло. Так, Элла, спасибо большое. Анжела Кузнецова, здравствуйте. Я тоже люблю стемпинг, я тоже очень люблю. Элеонора, Виктория, спасибо за обзор, было интересно, но у меня опять зависло. Элеонора, очень жаль. Наталья, все исчезло. Как, Полина, как ровно. Все есть, Полина, все есть. Девочки, пожалуйста, вот я сейчас вот с вами, да, скажите, пожалуйста, сейчас вот хорошее, все хорошо со связью или есть какие-то проблемы? Сейчас у вас все виснет или нет, или не виснет? Пожалуйста, дайте мне обратную связь. Есть. Все ровно. Все ровно, это по поводу зависает, но потом все идет. У меня ок, Элла. Сейчас хорошо. То есть тогда я вот повторюсь, да, то есть если у вас мягкий, вот такой вот прям мягкий штамп, то вот так вот я, наверное, покажу, то вот таким образом отпечатать геометрию будет сложно, да, то есть у вас, то есть да, вы приложите начало рисунка, вот эту вот линию, да, но когда вы будете отпечатывать дальше, у вас по-любому рисунок, вот эта вот линия, она деформируется, и кончик у вас, ну, неважно, отсюда либо отсюда, кончик у вас в любом случае съедет. А если мы говорим о жестком штампе, о вот таком вот жестком штампе, то с жесткими штампами этот вариант как раз-таки и подходит, да, именно отпечатывание вот таким образом. Почему? Потому что штамп не проваливается под ноготком, да, и, соответственно, вы сможете абсолютно спокойно отпечатать рисунок, геометрию, да, имеем в виду. С мягкими штампами геометрию мы все-таки, знаете, вот так вот примеряемся, то есть смотрим по центру и просто-напросто сразу же вот так вот отпечатываем. То есть не надо медлить. Как только штамп коснулся вашего ноготка, тут же отпечатываем. То есть это должно быть довольно быстро. Если вы вот прикоснулись вот к штампу, вот видите, вот, то есть там вот штамп, где он, вот, где он соприкасается с ноготком. Чуть-чуть, если вы даже чуть-чуть замешкаетесь, все, дальше уже геометрия не отпечатается. То есть дальше уже линия съедет здесь, здесь. То есть любое повторное вот такое вот это уже линия будет не отпечатана. Ровно не будет отпечатана. Вот. Девочки, надеюсь, вот видите, опять-таки, в прямом эфире я показала, как отпечатывается геометрия. Просто действительно очень много рисунок было, ну, очень сложно. С этой пластиной все намного проще, поэтому сейчас из геометрии у меня вот только одна вот эта вот пластина, и больше, в принципе, на сегодняшний день нет. Других пластин, ну, более-менее, скажем так, с хорошей гравировкой нет. Так, девочки, я надеюсь, у меня нет изображения. Наталья, очень жаль. Я после перезагрузки уменьшила качество, и все теперь хорошо. Может быть, возможно, да, из повышения качества. Анжелика пишет: здравствуйте, класс, обзор, обожаю темпинг, уже по вашим обзорам столько пластин заказала, не могу остановиться. Ну, смотрите, Анжелика, если вам это действительно нужно. Так, Наталья, о, ура, все появилось. Спасибо большое, очень нравятся ваши подробные разборы по темам. Изображение есть.
Мисс Ольга, я надеюсь, Наталья, я очень рада, что сейчас у вас там все хорошо. Я надеюсь, девочки, я не помню, кто мне задавал вопрос по поводу, вот как перенести... мисс Ольга задавала вопрос по поводу того, как перенести геометрию, да, на ноготках ровно, вот чтобы линия, да, вот ровно была ровная линия. Скажите, пожалуйста, мисс Ольга, я как-то, смогла ответить на ваш вопрос, или, возможно, там что-то в эфире было не так, что-то как-то не успели разглядеть, рассмотреть. Скажите, пожалуйста. То есть, если я ответила на ваш вопрос, я буду рада, если вы мне... Да, спасибо, буду пробовать. Мисс Ольга, да, я надеюсь, что все получится, вернее, я даже уверена, что у вас все получится. Человек, который не пробует, как говорится, вот у него как раз-таки ничего и не получается. Девочки, следующий прямой эфир, мне хотелось бы, я как раз-таки забрала свою работу, да, то есть теперь у меня все мои работы со мной, которые уже участвовали на чемпионатах, поэтому сейчас все эти работы у меня, и следующий вторник я планирую провести прямой эфир со своими конкурсными работами. Я постараюсь вам рассказать, что было сложного в этих работах, да, где у меня были какие загвоздки, как я из этого выхожу. Я постараюсь выйти. Да, Полина, спасибо большое за поздравления, спасибо. Вот, если вам будет интересна эта тема, посмотреть именно на конкурсные работы, да, то есть именно вот на какие-то такие нестандартные, необычные стемпинг-дизайны, скажем так, то добро пожаловать в следующий вторник, также 18 часов. Все, девочки, я вас очень люблю, целую, обнимаю, очень приятно было со всеми с вами пообщаться. Вот, всего-всего самого наилучшего. Все, всем пока-пока.